приходом теплого времени года мне хочется... Ой! С приходом теплого времени года мне хочется как-то менять свои будни, вносить даже, может быть, спортивные изменения. Поэтому я решила каждый день, либо утром, либо просто в течение дня находить время и делать упражнения от сутулости. Так как у меня есть проблемы со спиной, я много работаю за компьютером, уже начиная с университета, плюс у меня было плохое зрение, и я вот так вот иногда сидела, щурилась. Видите, у меня вот так немножечко. Это я показываю сейчас утрированно, но если в расслабленном состоянии, то вот так вот. Поэтому сейчас будем делать упражнения от сутулости. Будем выпрямлять спину и красивой походкой гулять этим летом. У меня сегодня в планах также выполнить часть уборки. Я замечаю, что легче всего уборка происходит, когда ты делишь ее по частям. Поэтому сегодня я хочу прибрать вот эту вот тумбочку. Здесь у меня книги, видите, они уже не помещаются, плюс всякие мелочи. Хочется привести это в порядок, потому что эта тумбочка постоянно у нас ездит по дому, то она тут стоит, то тут. В общем-то, в этот раз я решила для разнообразия ее поставить здесь. И также я хочу помыть окна. У нас в квартире 4 окна, но я сегодня хочу помыть только вот эти 2. На самом деле, я совершенно недавно мыла все окна, вот как только у нас стало тепло, где-то месяц назад. Но из-за того, что потом начался сезон дождей, плюс на улице было пыльно, образовалась снова грязь. Но так как летом больше всего хочется наслаждаться ясным небом, зеленью, то я решила периодически вот так по 1-2 окошка мыть. Это не занимает так много времени, нежели вот сразу за один раз все окна перемывать. Моя главная помощница, на самом деле вот с ней работа гораздо легче идет. You say I should journal every day, but I don't. You say if I write things down, then I'll know myself better, but I probably won't. I know that there is something I should do to be a healthy human. That's what I wanna do, but I don't think I know how. Can you show me? Can you show me? I promise I'll listen. This time I promise I'll listen. Вот так у меня получилось. Помощница моя там уже совсем уснула. Сверху я оставила только косметичку и цветы. Далее полка с книгами, которую я разложила по высоте. И снизу мелочи по типу аксессуаров, свечек. Кстати, сейчас я читаю вот эту книгу «Прощайте вещи» Фумио Сасаки «Новый японский минимализм». Она в лишний раз напоминает про отношение к жизни, про хранение вещей, в целом ее минимализацию. Вот это вот 2 Лешины. Он хочет собрать коллекцию, поэтому это точно остается. Вот это он сейчас читает. В целом у меня к минимализму здоровые отношения, то есть я придерживаюсь такой некоторой золотой середины. Мне нравится содержать свой дом в чистоте, обладать меньшим количеством вещей, но в то же время я также покупаю какие-то вещи, использую, не ограничиваю себя. Но если какая-либо вещь перестает быть у меня в использовании, то я стараюсь ее передать кому-то, продать, чтобы вещь, так сказать, продолжила свое существование и приносила пользу. Самое время затратное в уборке — это даже не сама уборка, а вот думать.
думать, что оставить, как поставить, как расставить так, чтобы все было удобно, красиво, эргономично даже. Еще хочу поделиться с вами лайфхаком для уборки, который упрощает мне жизнь. Это вот такие наклейки. Знаете, они обычно используются для ценников, но это может быть какие-то стикеры или просто бумажка со скотчем. Так вот, у нас под кроватью хранятся разные коробки, и на каждой из них есть наклейка с подписью, что там внутри хранится. Здесь, например, творчество, и я сразу же понимаю, что здесь для свечеварения, краски и так далее. И такие стикеры очень облегчают жизнь, потому что спустя время ты все равно забываешь, куда ты что клал, что в какой коробке. А потом наступает момент, что тебе нужно что-то найти, и ты не открываешь каждую коробку, не копошишься, а сразу же видишь, что здесь. Уже несколько лет так подписываю, на самом деле очень это просто сделать в моменте, быстренько подписать, но в будущем это сокращает очень много времени. Также я хочу показать вам свой новый рабочий стол. Я о нем мечтала очень давно, однажды увидела, влюбилась, правда потом забыла, и вот на этот день рождения мне Леша его подарил, поэтому я была очень-очень рада. У меня сегодня такое летнее настроение, надела даже платье дома, почему бы и нет. И, кстати, недавно я вам показывала, что купила бобы эдамаме. Вот так они выглядят, и это очень полезная вещь, которая особенно популярна в странах Азии. И как раз-таки сегодня я хочу приготовить нам с Лешей поке с этими бобами, и должно получиться такое легкое, при этом сбалансированное блюдо. И сейчас ко мне уже приедет доставка из онлайн-магазина Самокат. Я заказала несколько недостающих ингредиентов, плюс просто любимые продукты, поэтому будет такой обзор моей продуктовой корзины. Итак, во-первых, я взяла рис круглозерный, который обычно используется для роллов. Далее слабосоленую рыбку, это один из основных ингредиентов. И ее я буду мариновать в соевом соусе, и сюда же добавлю несколько капелек лайма. Также я заказала авокадо, и еще хочу добавить в поке творожный сыр. Мне очень понравился именно вот этот от бренда Самокат с авокадо, базиликом, тимьяном и кинзой. У него какой-то особенно пряный вкус, который сразу же украшает блюдо, и мне очень понравился. Также для украшения я взяла простой зеленый лук. Раньше я его не любила, но уже года 2 как обожаю и украшаю им все, что можно. Также уже не для поки я взяла брокколи шоковой заморозки. И мне кажется, мы едим их пару раз в неделю точно, то есть я добавляю в разные блюда, иногда просто как самостоятельный такой перекус. А вот это любимый Лешин травяной чай, он тоже от Самоката, и здесь в составе зверобой, душица, чабрец. Также простой цейлонский черный чай, вот именно листовой. Я люблю заваривать его вместе с мятой, добавить лимон, может быть листочки смородины. В общем, все, что летом растет на огороде у Лешиной бабушки, все это я люблю добавлять в обычный черный чай. Взяла соус сальса с томатами и перцем чили. Хочу добавить немножечко в поке, чтобы усложнить вкус и придать ему капельку остроты. Ну и последнее — это кефир. Кефир мы с Лешей любим, поэтому заказала целый литр. Вот такая корзина у меня получилась, и все продукты бренда Самокат. Мы регулярно берем и выпечку, и бакалею, и напитки. Мне нравится, что у них качественные свежие продукты с простым и понятным составом. Плюс комфортная доставка от 15 минут. Если вы тоже уже пользуетесь онлайн-магазином Самокат, то у меня для вас есть промокод CALM10, который подарит скидку 10% на заказ продуктов бренда Самокат от 700 рублей. А если вы никогда не заказывали в Самокате, то для вас действует мой промокод CALM20 на скидку 20% на первый заказ в приложении. Ссылку я оставлю в описании, переходите или сканируйте вот этот QR-код на экране. Ну а теперь давайте готовить. Покажу вам ингредиенты. Судя по разнообразию, можно понять, что блюдо получается с разными витаминами, многообразным. А теперь давайте по порядку. В качестве основы я использую рис. Можно также взять гречку, булгур, киноа. Его я смешаю с рисовым уксусом, в который добавила пол чайной ложки сахара. Далее идет основной ингредиент. Это может быть рыбка, курица, креветки, в общем, все, что вы любите. Я нарезала слабосоленую форель небольшими кубиками и залью ее мариноваться в соевом соусе с капельками лайма. Оставлю так минут на 5. Далее основное наполнение. Здесь вы можете выбрать все, что любите. Это помидорка, кимчи, корейская капуста, квашеная капуста. Я сегодня решила добавить огурчик, бобы эдамаме, авокадо и чука. Далее тарелка с украшением для нашего поки. Это, во-первых, кунжут. Можно использовать как белый, так и черный. Орешки кешью, 2 дольки лайма и я нарежу зеленый лук.
Кстати, лайм я сначала кладу просто для украшения, а прямо перед тем, как есть, немножечко взбрызгиваю блюдо для определенного вкуса. И последний ингредиент, который вы можете выбрать на свой вкус, это какой-то соус, творожный сыр. И на самом деле в кафе обычно добавляют в поке какой-то особенный соус. Я не знаю, что это. Если вы знаете, то поделитесь, пожалуйста, в комментариях, потому что я пока что просто экспериментирую. И сегодня хочу добавить вот такой творожный сыр с тимьяном, авокадо, базиликом. И во-вторых, вот такой вот соус чили, он такой не слишком острый, томатный. Кстати, небольшой совет, чтобы огурцы нарезать вот такими тоненькими ломтиками, можно просто использовать овощечистилку, или как она называется, в общем, которая обычно чистит картошки. А теперь начинаем собирать наш конструктор. Дно я смазала творожным сыром, сверху выкладываю рис и уже сверху выкладываю остальные ингредиенты. Огуречки я хочу скрутить. Вот такая красота у меня получилась, очень яркие тарелочки. Это больше невозможно снимать, нужно срочно бежать есть. Я сейчас собралась на пробежку, у нас отличная погода, тепло. Сейчас еще закат будет, поэтому буду бегать с красивым фоном. Ну а в целом сезон пробежек я открыла еще в апреле, когда у нас было тепло, только потом стало очень холодно, у нас пошел снег и был перерыв. И вот сейчас я вновь рада вернуться к ним, буквально по 15 минут начинаю, пока не привыкну уже, и дальше буду удлинять дистанцию, время. В общем, я бегаю больше в свое удовольствие, а не ставлю какие-то там марафонные цели. I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Вот эта игрушка у тебя. Ой, какая игрушка-то, а? Какая у тебя игрушка, Нокс? У нас в квартире нет балкона, но зато есть общий балкон, и отсюда открывается вот такой вид. Итак, ситуация из моей жизни, которая происходит постоянно. Я вся в домашнем. Сейчас звонит Лёша, говорит: «Ксюша, через 5 минут встречаемся на улице». Вот, собственно, почему я всегда хожу на турель. У меня всегда всего лишь 5 минут на сборы. Итак, спустя 5 минут люблю надевать то, что всегда тебе комфортно, что всегда тебе идет и не нужно думать. Поэтому, собственно, делаю это. Блеск на губы и немножечко синячки замазала. Все. Мой идеальный быстрый лук за 5 минут готов. А еще завершила свой быстрый образ пару пшиков духов, потому что вроде бы действие 2 секунд, но сразу же придает настроение и образ. Я в шоке. Вы слышите, как птички поют посреди высоток? Вот в такую красоту меня Лёша привез. У нас здесь Кремль, здесь Волга течет и вот такие вот пироги. Это Верхневолжская набережная, и на первом курсе я рисовала здесь несколько домов. Например, вот это вот здание, еще вот это здание рисовала. Это дом Рукавишниковых, и у него очень красивые барельефы на фасаде. Еще так красивая луна прямо над зданием среди облаков. На самом деле колесо не очень высокое, но мне все равно страшно. Очень красиво. Кстати, когда я училась в университете, я как раз-таки проектировала вот эту часть. То есть здесь парк как бы создавала, и вот этот трамплин тоже был в моем проекте. Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn.
Итак, мои покупки. Во-первых, купила свой самый любимый миндальный пилинг. В общем, здесь в составе миндальная кислота. Чаще всего я наношу на ночь, и с утра кожа сразу же такая сияющая. Ну и плюс он борется с пустакне, то есть выравнивает тон кожи, делает ее красивой. Лично моей коже это средство очень подходит. Так как недавно у меня было прямо обострение в плане прыщей, я взяла конкретно 2 маски, которые борются с покраснениями, с воспалениями и с пустакне. Во-первых, вот такая с центеллой и пантенолом. И вторая от моего уже любимого бренда Round Lab. Она опять-таки с центеллой и экстрактом сосны. И еще посмотрите, какая милая деталь. Это сама упаковка выполнена с текстурой, будто бы как у сосны. Еще по соседству с этим корейским магазином находится Зеленский Розен. Ну, конечно же, мы туда зашли, и я послушала аромат с зеленым чаем, бергамотом. В целом, я очень люблю бергамот, и еле удержалась, чтобы не купить эти духи. Пока что просто набрызгала, и хочу посмотреть, как в течение дня они будут на мне раскрываться, чтобы покупка была более осознанная, обдуманная, а не вот такая вот импульсивная. Помощница главная. Все интересно, да. Все интересно, что там Лёша делает? Протирает коробочки, которые под кроватью обычно лежат. Да. Ой, как тут интересно сегодня. Я сейчас приехала к родителям в гости. Такой у них тут парк хороший. Лёша поехал к зубному. Как раз таки меня подкинул сюда. Птички поют, все цветет. Самая прекрасная пора — это май. Так сразу на душе становится спокойно и легко, когда ты приезжаешь в место, где ты провел свое детство. Такие теплые и легкие воспоминания сразу же. Не знаю, чувствую себя здесь максимально защищенно и спокойно. У мамы тут на подоконнике целая грядка. Здесь вот кинза. Кстати говоря, я очень люблю кинзу. Базилик так вкусно пахнет. Встречаем, встречаем, да. Хорошистка ты наша. Лапку-то как мы, да. Массажистка-то, массажистка-то. Ой, Лиза тебе привет передает. Это кошка родителей. Ой, да, какой большой привет. Тебе там целый рассказ она послала, да, Нокс? Целый рассказ тебе послала Лиза. Так приятно возвращаться домой в конце весны или летом. Приходишь, а за окном будто бы еще утро даже. Guess something inside my soul just couldn't stand to let you walk away so easily. No, no. And maybe in time we can figure out just what these moments are all about. Она играет с моими штучками. Да, хочет играть, хочет. Ой. Ой, как мы хотим играть. Как мы хотим играть. Да. Ой, любимая вещь. Любимая вещь, Ноксёнка. I just need a little more time to make sure that we're doing this right. Oh yeah. Oh yeah. Мы переместились в 7 мая, а за окном у нас зима. Мне кажется, я впервые вижу в мае снег. Мы сегодня с Лёшей собирались а-ля на свидание в кафе. Никакая погода нам не помешает. На самом деле прикольно. Сегодня действительно 7 мая. Мы просто оказались в зиме. Две хинкали с цыпленком и 2 с красоту затмеваем другой красотой. Типа мы с тобой что? Сытые, довольные.